Нападение многонациональной группировки на депутата Государственной Думы Михаила Матвеева в Самаре выявило реальное состояние с этнической преступностью в России. Главарь банды не только совершал преступления, но и пользовался необъяснимым сочувствием со стороны правосудия и даже получил паспорт гражданина России после нескольких эпизодов краж и разбоя. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Недавно в Самаре прошло судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения для преступников, которые проломили палкой голову депутату Государственной Думы Михаилу Матвееву. В зале суда, помимо адвокатов обвиняемых, присутствовали родственники мигрантов и представители их диаспоры. Однако столь значительная поддержка не помогла бандитам, все они были отправлены под стражу. Эта мера была вполне ожидаемой, так как пострадавший был не рядовым гражданином, а депутатом Нижней палаты парламента. Тем не менее, биография подозреваемых вызвала большое удивление у присутствующих. Для тех, кто не в курсе событий, кратко изложим. 18 июля в Самаре на одной из улиц города депутат Госдумы Михаил Матвеев, проезжающий мимо на своем служебном автомобиле, заметил агрессивных мигрантов, один из которых был вооружен палкой, пристающих к прохожим. Парламентарий, как настоящий мужчина, вопреки советам своего водителя не вмешиваться, вышел из автомобиля и направился к группе злоумышленников. Однако без лишних слов они нанесли сокрушительный удар по голове Матвееву и попытались скрыться с места преступления. Водитель депутата бросился за нападавшими, но те разбежались в разные стороны, и в итоге удалось задержать лишь одного преступника, который позже раскрыл всех своих подельников. Задержанным оказался гражданин Узбекистана Мусуров Мурат Аликул Аглы, родившийся в 2004 году. Позже силовики арестовали всех остальных участников нападения. Сейчас все трое находятся под стражей. Особый интерес представляет главарь банды Никрус Бахиров, родившийся 6 февраля 2005 года в городе Канибадам Республики Таджикистан, который успел получить российское гражданство. Недавно ставший гражданином России, иностранец имел за плечами 3 уголовных дела, 2 за кражи и 1 за грабеж. Однако каждый раз суд Самары прекращал дело против него за примирением сторон. Теперь этот мигрант претендует на роль смотрящего в районе и совершил покушение на убийство депутата Госдумы. Любой юридически образованный человек удивится такой гуманности самарского правосудия. В статье 76 Уголовного кодекса РФ говорится, что обвиняемый может быть освобожден от ответственности за примирением с потерпевшим только в случае, если преступление совершено впервые. А здесь это произошло трижды, причем дважды с разницей в считанные недели. Депутат Матвеев в связи с этим направил обращение в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России. В них он указал следующие факты. Первый раз Кировский районный суд Самары простил мигранта за кражу 28 октября 2022 года. Председателем суда был Макеев. Уже 11 ноября 2022 года аналогичное решение было принято мировым судьей судебного участка номер 15 Кировского района Самары Лесковским. Не прошло и 2 недель после первого суда. Прокуратура не стала опротестовывать это решение. 6 декабря 2023 года Кировский районный суд Самары снова прощает Бахирова. На этот раз председателем суда была Дмитриева. Прокуратура вновь молчит. В итоге Бахиров и его семья получили российское гражданство в Тольятти, где недавно активно действовала система легализации иностранных специалистов, крайне необходимых отечественному автопрому. Депутат Матвеев обратился к генеральному прокурору с таким заявлением. На основании изложенного прошу принять меры прокурорского реагирования в виде отмены указанных постановлений судов об освобождении Бахирова от уголовной ответственности, привлечь к строгой ответственности лиц, допустивших постановление незаконных судебных актов и проявивших бездействие для их отмены. Как сообщает депутат, один из судей, освободивший Бахирова от уголовной ответственности по фамилии Макеев, вскоре ушел в отставку. Хотя именно к нему меньше всего претензий. А как насчет всех тех судей, сотрудников прокуратуры и миграционной службы, которые совместными усилиями способствовали легализации рецидивиста в России? Этот вопрос остается открытым. Также непонятны побудительные мотивы наших законников. Безусловно, дело здесь не в мелких личных интересах, таких как мешок урюка или тазик плова. Главные мотивы, вероятно, связаны с более системной работой по обеспечению интересов крупных промышленных игроков. Из 7 тысяч незаконно легализованных в Тольятти мигрантов 219 человек стали гражданами России и 293 находятся на пути к этому. Таким образом, более 500 нарушителей живут безнаказанно, сообщил Матвеев.
Эти данные он получил в ответе от Генпрокуратуры на свой запрос. На данный момент известно, что всем напавшим на депутата выходцам из Средней Азии предъявлены обвинения в покушении на убийство 2 человек группой лиц из хулиганских побуждений, связанных с выполнением ими общественного долга. Кроме депутата, мигранты также напали на его водителя. По словам Матвеева, у мужчины перелом ключицы. Самого парламентария ударили по голове, однако диагноз остается неизвестным. Что вы думаете по поводу всего этого, дорогие зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!